Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых строк из Google таблицы в виде новых записей в мой класс. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые строки из Google таблиц в другие системы. Например, вы сможете создавать новые записи на занятия в мой класс при каждой новой строке из Google таблицы и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. На этом этапе вам необходимо выбрать действие «Загрузить строки новые». Теперь необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. Далее вам необходимо предоставить все разрешения Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, из которых будет происходить выгрузка данных. В поле «Начать загрузку данных со строки «Номер» вам необходимо указать номер строки, с которой вы хотите начать загрузку. Например, если у вас в Google таблице сейчас находится 1000 строк и вы не хотите все их передавать, то вам необходимо указать 999 для того, чтобы начать загрузку с последней из них. У меня в таблице находится 2 строки, поэтому в этом поле я пропишу двойку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые находятся в выбранной строке. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Мой класс». Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите производить запись на занятие, выбираем соответствующее действие. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт «Мой класс» к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет «Мой класс». Далее переходим в раздел «Настройки». Переходим на вкладку API и Webhooks. Если у вас еще не создан ключ API, вы можете это сделать, кликнув по соответствующей кнопке. После создания убедитесь, что ключ включен. Скопируйте его и вставьте в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля «Мой класс», которые необходимо заполнить для записи на занятия. В эти поля вы можете назначать переменные из Google таблиц. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в мой класс в виде записи на занятия при каждой новой строке из Google таблиц.
Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в мой класс». После успешной отправки переходим в мой класс и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных «Мой класс» успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!